Приветствую вас, дорогие товарищи. Я Кубик, это ОКБ-2836, и мы продолжаем прохождение сборки РП-1. Предыдущий эпизод у нас завершился полетом ракеты Р-1. Благодаря нему мы получили очень неплохое количество репутации и впервые сфотографировали Землю из космоса. Сейчас же я хочу потратить добытую науку на очередь изучений. Это обязательно будет еще одна технология по материалам. Здесь у нас откроются облегченные алюминиевые баки. Далее базовое ракетостроение. Еще одну на материалы, подписанную как для эры спутников. Само собой, еще двигатели, которые мы будем ставить на семерку. И прототипы авионики, собственно, для самого простейшего спутника. Этого пока будет достаточно, еще у нас остается 21 очко науки, пусть лежат. Как только у нас изучится ранняя наука, мы обязательно поставим в агентство еще вот эту компанию, чтобы на 10% ускорить изучение технологий о материалах. Сейчас же мы будем присматриваться к вот этому контракту, который обязательный. По завершению исследований новых облегченных баков будем присматриваться к вот этому, я думаю. Здесь нам обязательно будет необходимо R2. Ну и вот эти опционально тоже будем выполнять на R1. До этого контракта на дальность в 3000 километров нам еще достаточно далеко, поэтому давайте по порядку. Из нашей ракеты я пока что выгружу полезную нагрузку и отправлю на сборку для выполнения контракта на фотографирование. Она у нас соберется 3 апреля, и, наверное, параллельно с ней я поставлю еще одну геофизическую на 180 километров. Делаю небольшую вставочку уже в процессе монтажа. Мне тут в комментариях подсказали, что, оказывается, вот это все суммируется в одну стоимость, то есть не надо ничего шаманить с обтекателями, их как-то отделять. Просто если мы здесь нажмем Toolall, будет 942, так оно и будет. Здесь как раз-таки одна деталь 942 и стоит. Аналог кредитов у нас 145 200, допустим, если я закуплю, 144 тысячи там стало, можно даже проверить. Вот, 144 200 стало, то есть все правильно, 900 у нас отняли, никакого дублирования не произошло, поэтому можно с этим не заморачиваться. Сколько бы деталей не было, если они одинаковые, то возьмется цена только за одну. Также меня просили показать, как я делаю эти обтекатели и кожухи для двигателей. Во вкладке Payload находятся все необходимые нам детали. Есть которые именно для полезной нагрузки, которые полностью закрываются сверху. Они все здесь подписаны как фейринг, то есть обтекатели, либо как Payload адаптер, то есть адаптер для полезной нагрузки. Вот эти вот две детали как раз-таки отвечают за то, что мы ставим вот эти вот лепесточки здесь. То есть они процедурные, принимают форму в зависимости от того, которую вы выставляете в самой базе обтекателя вот этого вот. Есть которые Interstage, как раз таки, которые я использую здесь для того, чтобы у меня была вот эта вот нода сверху, чтобы я мог сюда что-нибудь прикрутить. В каком-то смысле она работает как пластина для крепления двигателей в ванильной КСП, то есть здесь также вот эта вот отдельная нода есть, она отделяемая. Отдельно как раз таки здесь тоже появляется вот эта ступень. И что касаемо кожуха для двигателя, здесь Boat-Tail адаптер, вот как раз таки они также подписаны как Boat-Tail. То есть они просто будут иметь вот это основание, но не будут иметь никакой ноды в конце, как у нас здесь Interstage адаптер. И, соответственно, полностью закрываться они тоже не могут. Все, это по сути все, что нужно знать. И меня спрашивали, как я их открываю. На самой створке обтекателя есть вот такая вот кнопка Toggle Open Close, собственно, открыть-закрыть. И поэтому вот так вот можно щелкать, очень удобно. И последний момент из комментариев, как делать надписи. В структурных деталях у вас есть вот такая вот плашка текст декаль. Добавляет ее Conformal Decals Mod, собственно, вы ее ставите. Вот у вас уже применился текст, вот так вот по объему он стоит. Правой кнопкой мыши здесь можете настраивать все что угодно. Set текст, соответственно, берете, пишите, что вам нужно. Допустим, СССР, там выделяете, делаете жирным шрифтом. Можно поменять расстояние букв, можно поменять высоту строк там и так далее. Выбрать даже шрифт какой-то, здесь вот разные есть на выбор. Сделать обводку, сделать, допустим, цвет, пожалуйста. Set Fill Color называется. Можно здесь баловаться очень-очень долго, мне кажется. Естественно, его же можно сделать вертикальным, включить вот так вот. И будет все то же самое. Надеюсь, вопросов больше по этому поводу нет. Пока что по вопросам это все, продолжаем видеоролик. Также поставлю автонайм ученых до 100, пусть будет. И подожду, пока все построится. Исследуется ранняя наука. Переставляем в администрации агентства. Вот на это вот. По финансированию у нас, кстати, уже 3-й год пошел.
Скоро мы достигнем пика по деньгам. Дожидаюсь постройки еще одной ракеты. Беру контракт, пусть здесь еще и не до конца, по сроку у нас все готово. И будем запускаться. Так, здесь 711 кредитов. И сколько, интересно, мы получим с корпуса без двигателя. О, тут она совсем-совсем прям развалилась. Ну, давайте посмотрим на те, которые уцелели. Вот у нас тут еще что-то. А это все упадет и разобьется, да? Да. И там последний где-то еще. Все, тоже разбился. Как будто бы мы только потеряли. Ну ладно. Да, наверное, уже не имеет смысла там оставлять парашют. В следующих полетах мы его уберем. Следующий контракт для R1 будет вот этот вот. На 240 километров дальности. Это мы спокойно преодолеваем. Промежутки по возможности можно выполнить еще будет вот этот. 150 километров высоты спокойно. 400 километров дальности мы тоже выполняем спокойно. Тут у нас подходит время на еще одну геофизическую ракету. Ну и пока больше смотреть не на что. Добавляю в план R1. Как раз у меня на складе лежит ракета, возьмем контракты и тоже их выполним. К сожалению, двигатель потерял эффективность. ТВР-1.25. Я как раз-таки по абсолютной случайности забыл убрать отсюда парашют. Поэтому нам это даже сыграет на руку. Так, давайте активирую сразу парашютную систему. Все, двигатель вообще полностью вырубило. Парашют уже потихонечку хочет раскрыться. Отлетели мы, ну, совсем-совсем не так, как хотелось бы. Но как есть. Так, я же надеюсь, он раскроется как надо. Ух. Близко, очень близко. 13 метров в секунду был удар. Отломало один стабилизатор. Но в целом корпус целый. Фух, хорошо, хорошо. Зато практически всю стоимость мы таким образом отбили. Ладно, хоть что-то. Так, тогда этот я пока отклоню. Выполним на 180 быстренько. И следующий R1 потихоньку строится. Так, тут по программе мы уже скоро достигнем пика. С этим надо быть осторожнее, потому что нам нужно успеть выполнить его на R2. А пока запустим в очередной раз еще вот эту вот.
Итак, думаю, на данном этапе надо уже приступать потихоньку к сборке R2. У нас подходит к концу 53-й год. В 54-м мы уже будем обязаны завершить этот эксперимент. И после потихоньку будем переходить к вот этой программе на первые тяжелые спутники. Так что давайте перейдем в цех вертикальной сборки и посмотрим, что мы можем сделать, чтобы построить R2. Итак, первое, что необходимо сделать, это поменять конфигурацию двигателя на RD-101. Естественно, залить под него определенное топливо. И давайте смотреть, что у нас здесь по времени работы. Минута 25 секунд. Значит, мы топливный бак должны немножечко еще увеличить. Скажем, 9 метров. Наверное, будет самый раз. В реальности головная часть была еще немного вытянутая, скажем, вот примерно столько. И как раз там 17 с лишним метров и получалось. Собственно, наверное, такая конфигурация нам подходит. Естественно, R2. Здесь все остается так, как было. На всякий случай сделаю вот так вот еще раз. Да, все правильно. Ничего больше менять мы здесь не будем. По массе единственное только у нас здесь чуть больше 20 тонн. Это немного не входит в то, что я прописывал здесь. Поэтому, видимо, нам стоит немножко или подслить, или сделать поменьше, скажем, вот так вот 8,9. Да, наверное, так и сделаю, чтобы было по расчетному времени. 8,8 может быть даже. На всякий случай. И посмотрим вообще, на что она способна в симуляции. То есть, прежде всего, нам нужно развить скорость в 2,2 км в секунду, находясь уже выше 140 км, хочу заметить. Для наглядности возьму-ка я, наверное, контракт и посмотрим уже по нему. Так, еще по условию здесь всего лишь 200 единиц нагрузки. Так мы и поставим. То есть так и будет. Так, и само собой продвинутую биологическую капсулу сюда надо. Так, вот она продвинутая. Парашют возвращается. Сделаю самую малость вот так вот, чтобы все было красиво. Так, и активировать не забыть. Все. Модифицировать стартовый комплекс будем немного позже. Давайте пока посмотрим в симуляции. Мы разогнались до 2600 скорости по поверхности. Так, и все спокойно получается. Вообще прекрасно. Все, я полностью в ней уверен. Можно попробовать посмотреть, как она у нас на посадке еще поведет, чтобы точно убедиться, что все здесь нормально. Кстати, какая у нас здесь дальность в такой конфигурации? Ё-моё, все 700 километров как минимум. Это на самом деле прилично много. Я хочу посмотреть, справится ли парашют с такой нагрузкой. Как-никак она стала из-за этой капсулы еще потяжелее. И на всякий случай, чтобы у нас не разрушилась авионика при посадке. Может, парашют тоже надо будет отредактировать. Но на спуске я вижу меньше 7 метров в секунду. Это означает, что все должно быть, по идее, нормально. На всякий случай все-таки посмотрю на приземление. Так, да, все хорошо. Значит, можно спокойно пускать в производство. Так, тут, само собой, нам нужно закупить оснастку. Совсем дешево, всего лишь что для одного бака. Теперь нам нужно поставить на модификацию стартовый стол. У нас уже будет 102 инженера в максимуме. Ничего, наверное, менять не буду, пусть так, как есть. И нажимаю «Модифицировать». Добавлю сразу же в планы, чтобы было. Так, здесь все разблокирую. Да, все хорошо, все готово. Стоит это на самом деле весьма дорого. Давайте пока вот здесь снижу. Здесь у нас промотается один денечек. Особо ничего не поменялось на самом деле. Ладно, давайте вот так вот в 0 примерно я пока поставлю. Так, тут у нас, кстати говоря, изучаются материалы, облегченные баки, то есть. И можно попробовать собрать ракету, которая у нас должна подлететь на 230 километров. Давайте тоже как раз посмотрим, возможно ли это вообще. За основу возьму то, которое у нас подлетает на 180 километров. Прежде всего я здесь поменяю ей конфигурацию двигателя на U2000. Так, и вот здесь вот на вот этот вот алюминиевый бак, новенький, облегченный. По времени работы минута, здесь у нас как раз минута 10, все нормально. Попробуем под номером 9 ее запустить, вот так вот. И посмотрим, справится ли она с задачей в симуляции. Да, совершенно спокойно на 230 километров достигает.
Значит, можно однозначно пускать ее тоже в производство. Поэтому все отлично, будем получать еще немного больше репутации. Тоже, естественно, закуплю оснастку. И даже, наверное, добавлю в планы. За место, наверное, вот этих двух, потому что это у меня тоже не летает. И R1 тоже можно убрать. Всё. Так, в небольшом минусе мы сейчас находимся. Ничего страшного в этом нет. Сейчас у нас эта ракета построится. Финансирование сейчас поднимается еще быстрее. Поэтому дожидаемся строительства комплекса и ракеты, и там уже будем смотреть. Вот, совершенно другое дело. Сразу в планы я здесь поставлю на строительство R2. По инженерам, наверное, можно до 102 тоже нанять. Наверное, так и поставлю. Так, теперь что у нас там по контракту? Так, дней еще слишком мало, нужно еще как минимум 2 месяца подождать. Здесь у нас декабрь как первый, здесь у нас месяц пройдет. Давайте дождемся всех инженеров. Вот, теперь совсем другое дело. И не забудем поставить ученых до 200. Все, теперь контракт можно брать. Выкатывать очередную геофизическую ракету. И уже запускаемся вот так. Здесь, правда, апоцентр вышел в 240 километров. Но в любом случае с запасом, в любом случае я доволен. Нормально. Проматываем время до выполнения. Контракт выполнен. Все, теперь можно ракету подрывать. Поставлю сразу еще одну на производство. Пусть будет. А до нее мы запускаем первую R2, которая у нас и должна завершить программу суборбитальных исследований. Беру контракт, выкатываю ракету и, наконец, запускаем ее. На этот раз биологическая капсула у нас побольше, и в ней находится собачка Дезик, которая совершит первый суборбитальный полет. Условия контракта успешно выполнены, и дожидаемся возвращения Дезика на Землю. Получили мы тут еще немного научки. Совершенно прям немножко-немножко. Конечно, такое количество весьма грустненько, но это лучше, чем ничего. Теперь по программе у нас здесь есть вот такая кнопочка завершения. Иначе она недоступна. Пока мы еще не достигли пика финансирования, поэтому пока раньше времени я завершать не буду. Наверное, дождемся конца года и уже потом. Можем пока выполнять запуск R2, выполняя вот этот контракт. Как раз нам репутация не помешает. Ну и параллельно, естественно, вот этот. Тут у нас какая-то запредельная скорость, вряд ли она достижимая для R2, здесь, наверное, уже какая-нибудь R5 нужна будет. Собственно, ее я, наверное, строить не хочу и не буду, потому что как будто бы это уже будет лишнее. А вот на этих двух мы спокойненько еще репутации себе получим. Сейчас накопится срок, выполним на 230. Здесь у нас открываются еще двигатели. У нас тем временем набирается 200 ученых. Поставлю дальше на 250. Пусть, наверное, построится R2 для начала. Ну и погнали запускать ракеты.
Ну что ж, у нас уже ноябрь 54 года. Здесь уже потихонечку изучаются технологии, которые будут использоваться для построения ракеты Р-7. Собственно, наверное, ее проектированием мы сейчас и должны заняться. Вот и наша семерка, она у меня получилась практически такой же высоты, как в реальности. Давайте подробно рассмотрим сверху вниз, какие здесь у нее параметры. На самом-самом верху у нас находится главная часть с геофизической аппаратурой. Именно 1000 единиц потребуют контракты в будущем. Соответственно, параметры перед вами. Дальше у нас идет авионика. Она у меня на стартовой технологии, контролирует 290 тонн максимум и 817 килоджоулей энергии. Параметры в том числе. Дальше у меня идет топливный бак центрального блока. У него следующие параметры. Нам здесь немного врут по поводу максимального диаметра, но в целом все правильно. Потом сами боковые блоки, само собой, в том числе параметры перед вами. Ну и само собой двигатели РД-108 по центру и 107 по бокам. Вот такая вот история. Первые 3 запуска у нас будут испытательные по баллистической траектории. И потом уже будем запускать первый простейший спутник. Приделаю сюда стартовый стол. Вот примерно так это будет выглядеть. И порядок ступеней в том числе не забыть. Также у меня есть вторая версия ракеты. Здесь обновленные топливные баки. Вот эти вот Isogrid Structure. Они еще легче облегченных алюминиевых. То есть если здесь у нас 10630 дельты при нагрузке в 1000 единиц, то просто в алюминии при этой же нагрузке у нас 9700 дельты. Вы скажете, что более новые баки мало того, что весят меньше, так еще и вмещают больше. И будете абсолютно правы, но запоминаем здесь. У нас прожиг составляет 4 минуты, там 51 секунду. Здесь же я убавляю топливо на боковых бустерах. 2.07 там было. И вот здесь вот тоже где-то до вот такого момента. Все равно, там 9700, здесь 10500. Огромная разница, не правда ли? Естественно, изогридные баки стоят дороже. И, скорее всего, собираются в том числе дольше. Но я сразу решил прикинуть, как это все будет. Так что вот такой вот результат. По параметрам, само собой, они полностью одинаковые. Просто отличается именно то, что они сделаны из разных материалов. Ракета у нас полностью спроектирована. Можно потихоньку начинать строить стартовый комплекс. Нажимаю на соответствующую кнопку. Будет он у нас называться площадка номер 1. И в целом больше нам здесь ничего и не надо. Да, нажимаю «Строить». Он у нас отнимет какое-то гигантское количество кредитов. Очень и очень много, это 100%. Поэтому давайте посмотрим, что у нас по балансу. Что и требовалось доказать. В минусе на 339 кредитов. Пока что стройку я полностью останавливаю. Пусть она у меня будет чисто в планах. И уже когда возьмем программу финансирования, тогда и начнем строительство. Значит, сейчас мы дождемся R2. Выполним вот этот контракт. Он у нас будет последний в программе финансирования суборбитальных исследований. Возьмем его. Давайте дожидаться построения R2. И осуществим последний запуск в этом эпизоде. И таким образом закроем программу суборбитальных исследований. На дворе уже начало января 1955 года. Все идет так, как надо. Песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Итак, репутация с полета получена. Давайте посмотрим, что у нас по программе. Как раз уже снижается финансирование. Можем ее полностью завершать. И брать программу первых тяжелых спутников на скорости Breakneck. Теперь у нас денежный приток очень впечатляющий, 660 кредитов в день. Вот теперь мы можем серьезно заняться строительством стартового комплекса на 125
процентов по скорости я его поставлю, с плюс 46 в балансе. А я вам ненавязчиво напоминаю поставить лайк, если вам понравился этот ролик, возможно, написать комментарий. И, конечно же, большое спасибо вам за просмотр. На связи был Кубик. До новых встреч, дорогие товарищи. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой.